Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы работать не будем, а будем активно отдыхать, а именно рыбачить. Сегодня уже 10 июня, конец запрета в нашем регионе, и мы едем рыбачить на озеро Орлово, что находится в Днепровских плавнях. Уже 4 часа утра, скоро будет подниматься солнце. Сегодня очень тепло, и уже тепло 4 дня. Днем температура доходит до 40 градусов тепла. Вода еще прохладная, где-то плюс 19 градусов, может быть плюс 17. Поэтому карась еще не должен уйти после нереста, а активно клевать. Со мной моя помощница, рыбачка, жена Юля. Она тоже очень любит рыбалку и все, что ее касается. Она проснулась даже раньше меня на рыбалку. Да, в 3 часа. Луна не спряталась. Как говорили в делах о рыбалке, что на рыбалку нужно приезжать еще с ночи. Сегодня небольшой ветерок есть. Ну, возможно, что волны не будут большие, потому что там будут кувшинки. И место для рыбалки будет спокойное. Мы едем по старому руслу реки Кушугум. Выйдем через протоку Три Сестры с правой стороны. И будем искать место в кувшинках для рыбалки. Ну, поедем. Вот вдали видна цапля. Она проснулась раньше нас и уже стоит на своем посту. Очень красивая птица с длинными ногами. Вот мы выехали ближе к Каховскому водохранилищу. Уже видны 4 лодки. Вдали сбрасывается карась в кувшинках. Значит, рыба есть еще. Я постараюсь встать подальше, с правой стороны, с противоположной от рыбаков. Там, я знаю, небольшие ямки, на которых можно половить. И вот мы приплыли на место. Теперь необходимо в кувшинках расчистить место и пробовать его прикармливать. Рыба плещется, вот видно. Вот карась прям выворачивается, видите. Ага. Значит, в этом районе рыба есть. Мы сейчас на районе кувшинок и водного ореха делаем углубление окна и будем прикармливать здесь. Теперь необходимо прикормку положить на дно. Здесь вареная кукуруза, молотые семечки, немного магазинной прикормки и глина, для того, чтобы была приятная муть на дне и карась подходил. Делаем шар небольшой и опускаем в воду. Можно еще один, чтобы сюда подошла рыба. Видно, что пошла муть. Карасю это нравится. Мы ловим на красного червя. Самая лучшая наживка для карася. Одеваем змейкой равномерно, так, чтобы не видно было цевьё. Вот таким образом здесь хвостик должен быть одет на острие. Хорошенький попался. Причем топил как-то вниз. Вполне нормальный карась. Большой. Вот такой небольшой карасик попался. Юля такого поймала хорошего карася. Ого, умеет ловить. Карась еще немного с икрой и с молочком, поэтому нерест у него заканчивается, но его ловить уже можно.
Опа. Карась небольшой, но резвый. Вот попалась такая необычная рыба. Это солнечный окунь. Вполне аквариумный вариант. Экзотика. Небольшой, но тоже клюнул хорошо. Поклевка была как у карася. Вот такой красивый желтый красавец. Особо мешают рыбачить такие небольшие лягушки, которые норовят схватить поплавок, свои зубы и перебить весь клев. На рыбалку очень полезно брать с собой жену. При этом ваше питание будет обеспечено, и вы голодным не останетесь. Вот наш обед уже готов. Или завтрак. Здесь и самое необходимое: хлеб, колбаса, лук для полного счастья и помидорчики. После обеда попадаются вот такие симпатичные карасики. Он золотистый и клюнул спонтанно. Значит, мы не зря ждали. Золотистые караси. Видно еще пылышки на жабрах небольшие, но уже живот без молочка и икры. Вот попался карась вытянутый, похож на карпика, но не карпик, какой-то интересный, головастый и худой. Значит, уже икру, наверное, сбросил. Забрасываем. Будем ждать. Тоже начал поклевывать рядом. Возможно, сейчас мелкий подойдет карась или красноперка, но будет видно. Пошла поклевочка и плавно заглатывает рыба. Вот попалась небольшая густера. Тоже на этой глубине, рядом с карасем. Поклевка была очень энергичная. Сейчас клев немного ухудшился, потому что течение остановилось. Рыба стала менее активна. И сделаем небольшую паузу. На рыбалке можно увидеть таких маленьких лягушек, которые любят мешать постоянно возле поплавков. Вот была поклевочка и хороший карась, грамм на 300 попался у нашей рыбачки. Карась небольшой, но приятно взять такую рыбку, грамм, наверное, 250. Попался такой красавец за нижнюю губу, значит, берет наживку с дна. Вот в садку подплыла очень любопытная лягушка. Чтобы посмотреть, что же здесь плавает. Может быть, червячок или комарик. Заодно и отдохнуть. Лапами взялась за сетку. Балдеет. Здесь у нас ловится и такая даже рыба. Для котика. Большой бычок для котика водит. Клюнул на большого червя. Солнце стоит в зените. Очень жарко стало. Пора домой. И вот наша рыбалка закончилась. Уже около 11 часов дня. Стало жарко очень, поэтому необходимо ехать домой. Посмотрим, что же мы поймали на сегодня. Здесь нам лягушка до сих пор не хочет оставаться, хочет с нами уезжать. Видите, вот она. И рыба неподъемная. Очень большой улов. Наверное,
Килограмм, не знаю, 15 точно. Вот такой плов получился. Шикарный. Караси всех размеров. И хорошие есть, и очень маленькие. Но все пойдет в дело. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о ловле карася в днепровских плавнях. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.